Всем здорово. Не ожидал, что по банной печи столько видео наберет. Ну, много кто пишет, иногда даже в личку. Суть какая получается? Расскажу в этом ролике, как у меня устроен ППУ, пожарно-проходной узел. Сделал я его полностью с нуля. Сейчас я расскажу полностью всю эту историю на картинках, как оно все делалось. Тут немножко хитрая стоит труба, много всяких разветвлений. На второй этаж там тоже угол, в общем, не очень тут было с тягой, все очень было печально. Вот, поэтому тут видно хомуты, в общем, много всякой ерунды. Было очень ограничено, то есть засунуть туда нормальный, уже готовый короб, и пришлось делать и суперизола. То есть такой же, как у меня сделано, получается, стены в бане. Все это в портале, получается, печи. То же самое было сделано здесь. Это самый лучший вариант, что сейчас есть, вообще из того, что можно придумать. Сейчас я в деталях покажу, расскажу, как это будет выглядеть и как это все устанавливалось. Итак, поехали. Покажу все на фото, все, что мне осталось, по крайней мере, с самого начала и в процессе. В общем, мы купили дом вот в 2024 году. Там после наших знакомых, в общем, все, что вот есть, сейчас показываю, была вот, в общем, такая конструкция. Мало того, что была такая, скажем, необычная система от печи, трубы, сварка не очень хорошая. Потом, получается, много везде соединений таких угловых, неправильные углы были сделаны. Вот. И, естественно, досталось очень сильно и проходно-потолочному узлу этому. Вот. Оно сделано так себе. Я решил сразу разобрать, посмотреть, что там. Потому что, когда печь ставил, было интересно, в общем, выдержит ли, в принципе, эти нагрузки и вообще, как это все сделано. Что мы видим, получается. В принципе, как бы кажется на первый взгляд, вот с конкретно бани, что тут сделано все нормально, типа нету короба, но как бы все там стекловатый заложено, в общем, слой, скажем так, на себя берет. Вот, но при этом все тепло выходит в утеплитель, в общем, ничего нигде-то не сдерживается, нет никакого короба, нет никакой там защиты вокруг там. Все-таки же дерево, мало того, что вагонка, так еще и дерево сейчас будет на втором тоже, я покажу, где было. Вот, пролистываем дальше, думаю, тут понятно, да, то, что было изначально. Вот, тут уже получается у нас идет, это я уже разобрал, то есть, благо, к сожалению, не видно у меня, что было там, как это у них заложено. Там, в принципе, плюс-минус то же самое. Просто утеплителем, получается, это как-то базальтовая вата, может, если не ошибаюсь. Было заложено все вокруг, как и второй этаж весь утеплен. Вот. И немного стеклухи этой. Да и все, в принципе. Вот. То есть оно вот так все выходило, труба вот так в открытую стояла. Вызвонил, получается, двух печников. Там, первый раз по бане был по порталу, второй был по конкретно безопасности. Вот. И мне каждый из них сказал, получается, что вот тут у нас идет нюансик. Мало того, что угол странный, вот получается, да, слишком близко прижимает, со стороны так может не видно, но в дальнейшем покажу, слишком близко прижимает, получается, эта труба к дереву, да, и с правой стороны трубы, вот эта, которая от бани выходит, очень проем неправильный, в общем. Мало того, что он кривой, он неровный сам по себе, так он еще, получается, и близкое примыкание. То есть по безопасности это скажем, конструкция уже не проходила. Вот. Я понял, что нужно подрезать, получается, листаем дальше. Я разобрал, получается, все, чтобы посмотреть, как там сделано ниже. Тут, думаю, видно, тут близкое примыкание, получается, дерево вообще к трубе, прям очень близко, которое вот под, получается, трубой сразу находится. Там такая была деревяшка, мне пришлось ее лобзиком кое-как выпилить. Вот. Дальше, получается, я отпилил часть с правой стороны, сделал, скажем так, ровнее, думаю, понятно. Вот, стало все уже пропорционально, скажем, нормально. Вот, и с этого момента уже начал думать, как бы смастерить тут этот каркас, потому что здесь стандартный короб не поставить, цельный. Все нужно делать внутри, либо как-то протягивать через трубу, все с поворотами, в общем, с этими углами. Короче, максимально, честно сказать, уебански это выглядит. Вот, и сюда очень проблемно засунуть, потому что если видно на фото,
у нас идет наклон такой вперед, заход в другую трубу, да, то есть, которая каминная труба уже с первого этажа топит дом. Вот. И тут-то самый-то и нюанс и вышел, потому что если бы был бы у нас труба угол другой, мы бы спокойно кинули туда квадратный этот каркас, и не надо было бы заморачиваться с этим углом, скажем, который вот идет как раз-таки в ту трубу. Вот. Но тут нужно было подстраховаться, как бы это временный вариант, все равно это буду переделывать, но как есть, в общем. Стал думать, как это лучше смастерить, в общем, пришла идея, да и, в принципе, печники тоже подсказали. Все, естественно, нужно делать из суперизола. Это материал такой, сейчас я вам покажу, как он выглядит. В общем, в первую очередь, получается, я там все почистил, отрезал, вот тут, наверное, видно, не видно, деревяшку, получается, я отрезал, вот этот, которая там была под трубой близко, стало больше прохода, внизу трубы ничего уже не мешало. Вот, я взял, купил фольгу, это плотная фольга, я, если честно, не помню, какой это уже там по толщине, но это, короче, настолько неудобный материал, потому что он дико не поворотливый и очень сложно его получается крепить. В общем, на скобы его забили по углам, чтобы закрыть утеплитель, в общем, чтобы тепло не уходило. Это такая легкая защита, скажем, просто как вот, чтобы, ну, утеплитель не намокал там, получается, по краям в доме на втором этаже, между ними, получается. Вот. Тут-то все ладно, как бы, в принципе. На это мы тоже потратили, скажем так, несколько часов. С девушкой это все там делали. Я там снизу, она сверху, в общем, натягивали все это. Ну, выглядит неплохо, на самом деле. Идем дальше. Вот сам материал суперизол. Он идет такими плитами. По размерам тоже не вспомню. Что-то там метр, там, может, на 1,5. Что-то в этом духе. Одна такая плита стоит у нас, по крайней мере, в Беларуси 190, там, 200-230 рублей. Вот. На российские это где-то, наверное, 1005, если я не ошибаюсь. Вот, скажем так, недешево. Ну, в принципе, считается одним из дорогих материалов. Вот, но это один из крутых материалов, которые действительно сдерживают тепло. Все получается, да. Я его и горелкой, получается, нагревал в упор долго, там, минут 10-15. Руку ставишь, с другой стороны, вообще ему ничего. Офигенный материал, действительно. Ну и печники тоже сказали, что на данный момент, что это самое крутое решение, что можно сделать. Да, дорого, но зато это безопасность. Чем спалить там дом на этом, получается, между этажами, что там где-нибудь там сполыхнет со временем, как это часто бывает. Вот. У многих там дымоходы горят, да, там сверху в самом, где в коньке крыши выходит труба. А вот часто еще одна из популярных, 90% пожара происходит именно вот в потолочно-проходном узле. Вот. То, что уже на третьем месте идет, это уже проходка печи, получается, портал. Там уже как бы отдельная тема. Ну, в общем, мне сразу пояснили, что это самый лучший вариант. Не стоит там делать там из минерита, короче, это полная херня. И доказано даже у многих, это, мне примеры там показывали, проводили, как было до них еще сделано. Действительно, у многих кто-то додумывается вообще делать в один слой минеритом, короб этот дурацкий, обкладывать там непонятными материалами, в общем, кто там чем только не делает. Мало того, что керамзитом до сих пор начинают забивать, получается, эти коробы, это, блядь, как в ум приходит, в принципе, непонятно. Я потом на ютубе смотрел тоже, как бы, ну, когда искал каркас, как сделать этот кубик, там тоже смотрю, многие до сих пор сыпят этот керамзит, думая то, что он работает и сдерживает, там, песком, там, чем только не засыпают, я не помню. В общем, ну, суть такая, что русская смекалка, понятно, она везде, но иногда нужно думать с тем, что все-таки не хотелось бы там отравиться или сгореть заживо, получается, в этой бане, либо, я не знаю, там, спонтанно уехать и спалить себе дом. Вот, здесь я уезжаю, я понимаю, что мне ничего не загорится, я прям уверен на 100%, я могу полную топку забить и уехать, и ничего не будет. Вот. Касательно этого материала, из плюсов, понятно, что он держит там 1000 с чем-то, получается, градусов нагрева в упор. Потом, получается, по минусу, вот что у него явный недостаток, который мне не нравится, он как мел. Он хрупкий, с ним нужно очень аккуратно работать, чтобы не сломать. Опять же, отнесу к плюсам, очень легко его распиливать. Сейчас я покажу, чем я его пилил. Толщина, кстати, этого листа где-то сантиметра 3. Ну, по-моему, они идут в стандарте 30 миллиметров, если я не ошибаюсь. Посмотрите потом. Ну, в общем, по нему понятно. Вот такой вот двухсторонней пилой, получается, я его пилил. Я сразу ее купил. Там мелкий зуб обязательно, потому что не делайте никогда большим или средним. Очень сильно крошит концы. Я там кое-где был налажал, но благо
Наверное, мне хватило на короб где-то листа 2 вот этого, получается, суперизола. Ну, скажем так, это нормально. Это очень даже достойно. Вот. Мне даже остатки остались разные, получается. Я потом использовал уже их под печь там. Вот. Пилу понятно, в принципе, ну, тут вы можете, это не реклама, что угодно купить, как бы не влияет. Дальше, получается, начал. У меня что проблема, что у меня труба неразборная, дымоход, да, вот этот. И мне нужно было его ввести вот так по частям с самой бани и на второй этаж, и крепить уже там. Мне пришлось сделать чуть покрупнее, получается, основание, чтобы оно могло подзастрять, задержаться, и потом уже на него крепить все остальные части. Вот, как тут видно, дырка неспроста такая широкая, скажем, горловина, потому что там у меня у трубы куча поворотов, и это самый единственный вариант, который зашел, получается, вот через всю баню на второй этаж. Вот, дальше, получается, я сделал эти ребра, скажем так, да. Обязательно, кстати, советую. Ну, в принципе, на этом материале можно как бы не заморачиваться этими ребрами, да, даже если вы кубик сделаете. То есть, ну, по факту нужен только кубик нам. Если вот как у меня здесь близко, да, везде пространство узкое, то лучше, конечно, сделать вот такие ребра. Это вот на тот случай, если такое же уебанское решение от предыдущих владельцев по, скажем, дымоходу как бы отразилось и у вас, то тут, конечно, советую сделать. Ну, тут со стороны кажется неаккуратно, но, честно сказать, по-другому было никак сделать вообще. Потому что мало того, что так и так кривой проем сам по себе, я уже не стал равнять, это временное решение. Вот. На мастику жаростойкую, получается, мы крепим все эти ребра, плюс дополнительно уголки. Вот. Вот эти вот 3 ребра, которые вы видите, лево, право и задник, они вытягивались сначала, они вытянулись, потом я их крепил, все шуриком закрутил. Не очень удачное решение, но по-другому никак. Мне надо было зафиксировать на уголки. Я вставил, потом мастикой все промазал плотненько. Все, у меня там все супер. То есть, но у нас остался момент на этом фото, даже видно, что у нас остались щели, да, где у нас может сифонить с бани, и этот недостаток нужно тоже убирать. Идем дальше. То, что от них осталось, там получается вот это вот стекловолокно. Им я заложил эту дырку, она достаточно хороший материал, такой плотный. Ну, как и считается, в принципе, он держит как бы на себе нагрев. Вот. Нельзя сказать, что прям все было до этого плохо, но это не проходило по пожарной безопасности. Это сразу все говорили, что это нужно будет менять. Вот, все переделывать. Поэтому я это использовал просто как остатки, которые, я могу сказать, чем точно можно заменить. Это калиновой ватой, смело, потому что это будет намного круче, это будет намного приятнее. Этот материал, скажем так, вы себе заусенцы не занесете там даже, да, там, если случайно вдруг рукой залезете. Потому что я себе все руки, наверное, изморал в этой херне. Короче, мало того, что вот эта вот вата, ну, которая, как она называется, минеральная или как, я уже забыл, базальтовая, наверное, да, вот, которая по краям забита, утеплитель, тоже в ней постоянно все как бы в этих иглах, короче, тоже немножко пострадал. В общем, все это отрезать нужно, по формочкам я распихал, углы закрыл, все щели закрыл как мог. Дальше, получается, понимаешь, что вот этот вот момент, где около трубы, там еще может сифонить. Ну, оставили временно так, на тот момент. Потом уже, получается, докупил вот такую вот каолиновую вату. Это вот то, о чем я и говорил. Ей мы уже заложили вверху там, где над выходом уже дымоход, получается, выход трубы с крыши. Щели закрыли, да, чтобы не сифонило нигде. Ну, это, опять же, у нас там временный вариант, я потом буду крышу переделывать. Мне не было смысла каркас делать. Но сейчас покажу, как бы грамотно это бы сделал на примере других вариантов. А вот этой вот каолиновой ватой я закрыл ту дырку, получается, уже. Ну, готовое решение я уже покажу тоже. Дальше вот этим ножом, получается, кто не знает вдруг, мало ли вы тоже там первые видео смотрите, думаете, как этот утеплитель резать, чем ножом, там, ножницами. Говорю, вот самый вариант, покупайте этот ножик, и он у нас действительно надолго хватит. Я ему утеплитель резал долгое время, и потом вот эти куски делал для бани. Все супер, как бы к нему вопросов нет. Поэтому недорого он стоит, можно найти дешевле, это вот ценник, пугаться не стоит. Дальше, получается, вот как бы правильно это выглядело, каркас, если его делать вот с нуля сразу, вот у вас там баня на этапе строительства, или у вас там, я не знаю, там переделка какая-то.
Короче, ровный квадрат вырезаете сначала в бане с запасом, да, чтобы у вас там не вплотную труба была к стенкам, да, к деревянным, чтобы примыкания такого не было. Вот, чистый красивый квадрат, как на фото, аккуратный. Делаете вот это вот кубик, все там огнеупорной мастикой скрещиваете все это, все, и вам ничего другого делать не надо. Вот, это конкретно этого случая. Идем дальше. Вот здесь уже квадрат поинтереснее. Если честно, я бы сделал, наверное, вот так бы, потому что у него правильно сделано углы, вот эти все, да, вот, где потенциально мог выйти, получается, жар, все вот этими стоит, как бы, ну, как это назовем, ну, не знаю, уголки такие, да, скажем, из этого же материала. Плюс прикольно вырезано снизу. То есть здесь видим, да, вот тоже по трубу. Ну, у меня плюс-минус то же самое, но здесь как бы так широко. Можно было поуже сделать. Вот, ну, возможно, там дымоход такой здоровый. Вот, здесь правильно, в принципе, окей. Это очень безопасный вариант. Его забить ватой там той же можно или еще чем-то. Все, тоже, конечно, перегревать не стоит дымоход. Это тоже одно из правил. Делайте все в меру, как вот, ну, у меня сделано в меру, потому что у меня он не переутеплен. Но у меня и толщина, получается, трубы, вот этой нержавейки, очень большая. Дальше получается. Вот этот вариант я хотел сделать тоже, выход с крыши. Мне сразу печник сказал, что там не проходит по безопасности, и убирайте там все. Я не могу показать, как у меня было, потому что я, наверное, фото не сохранил. Вот. Я там разобрал, все дерево убрал, примыкание. Ну, в итоге я, говорю, ватой калиновой все там в одно, второе, третье накидал. Где мог, там расширил проем, да, все вот это вот, как бы, чтобы ничего не мешало. Ну и временно, пока до следующего года я оставил так. Вот. В будущем у меня стоит лист, получается, вот мне нужно будет такой же квадрат сделать выход с крыши. Это правильное супер решение. Реально советую его от души сделать каждому, потому что это рабочий вариант. Мне прям печник тоже показывал примеры. Говорит, сейчас вот это трендово даже, что они ездят там обучаться куда-то, везде там в Москве, Московской области, в дорогих там местах, но делают именно это. Вот этот реально узел стоит вообще недорого, если так посчитать. У вас там еще много материала останется, скажем, даже от одного листа. Вот, так что имейте в виду, вот это правильно сделано. Ну и, соответственно, переходим уже к финальному варианту, как уже на данный момент выглядит. Собственно, к чему пришли. На данный момент выглядит все так. Из дополнений, что сделано, калиновой ватой было обложено вокруг, чтобы уже убрать все щели. Не смотрите, что здесь много машинного дерьма. Оно все сверху падает. Это еще не наших как бы рук ошибка. Вот такое вот хитрое соединение в эту печь, точнее в эту трубу идет. Такой вот угол непонятный. В общем, все достаточно было мерзко сделано. Пришлось это немножко переработать. Вот. Ну, в целом, отличный вообще вариант. Никаких проблем с этим не было. Скажем так, ничего не тянет сюда. Вообще все отлично работает. Единственный вот нюанс, что вот это вот, скажем, каркас, он достаточно хлипкий. Ну, его нужно раз поставить, все как бы замазать, ну и забыть про него. Тут, конечно, можно все зашить, но пока это стоит как временный вариант. Пока не будем там переделывать более глобально. Поэтому этого всего хватает, чтобы париться. Разгоняли мы печь до 80, до 90 градусов. Никаких проблем нету, ничего тут. Я теплоком проверял. По стенкам все прохладно, все круто, короче. Вот. Лучший вариант, в принципе, из того, что можно сделать. Да, немножко геморно, но это безопасность, это все работает. Также получается, тут наверху у меня стоят тоже датчики. Вот так они выглядят. Ну, на всякий случай, мало ли кому интересно, лучше поставить. Вот, это тоже сюда смотреть нет смысла. Временный вариант. Короче говоря, все функционирует, рекомендую. В принципе, можно это сделать. Вот, кто захочет, все примеры я показал до этого, как это было, по шагам сделано. Вот. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь. Буду рассказывать. Если что-то по бане интересует, просто пишите, я там подсниму. Мне, в принципе, не сложно.